Приветствую вас на канале Эдгар Вайнтер, и сегодня мы продолжаем серию таро-гороскопов на неделю. В данном видео мы поговорим о таком знаке зодиака, как львы, а точнее, как пройдет будущая неделя у львов с 9 по 15 сентября. Раскладывать будем 4 карты, 3 карты нам покажут будущую неделю, ее события, начиная от начала недели, заканчивая там, к концу недели. И четвертая карта — это будет у нас главное событие недели, которое мы, собственно, увидим, и оно, скорее всего, дополнит общую картину. Ну что же, давайте начинать, приступать к нашему раскладу. Итак, что ждет львов у нас с 9 сентября по 15 сентября? Поехали. Итак, начало недели у нас паж мечей, середина недели императрица, давайте, наверное, поближе, да, положу, и конец недели — это у нас луна. И главное событие недели у нас королева мечей. Ну что же, уважаемые львы, давайте разбираться. Начало недели у нас ожидаемо будет в каком-то напряжении. Вы, скорее всего, будете ждать ситуацию, которая вот-вот должна разрешиться, но есть какие-то риски и подозрения, связанные с ней, поэтому вы будете готовы к отражению каких-то опасностей, каких-то ожидать конфликтных ситуаций. Допустим, если это взаимоотношения, то вот здесь, наверное, все-таки вы будете опасаться какое-то ухудшение, наверное, общей картины, каких-то нападков встречных и так далее. Что, собственно, Таро в этом случае рекомендует? Вообще, как правило, паж мечей — карта такая, ну, как бы оборона, да, но оборона это, ну, как бы сказать, не совсем такая жесткая. То есть надо иметь какой-то запасной план, но, скорее всего, он как бы не пригодится на самом деле. Поэтому вот это начало недели, если вы вдруг действительно будете ожидать каких-то вот напастей, невзгод, сильно на этот повод не заморачивайтесь, потому что, скорее всего, не понадобится. Но опять же, скорее всего, то есть стопроцентной гарантии нет, но это не значит, что надо всю тяжелую артиллерию стягивать к границам, да, чтобы приготовиться к какому-то отпору. Итак, середина недели у нас императрица, карта хорошая, карта позитивная, карта, скорее всего, семейная. То есть, если, допустим, вы человек семейный, то, возможно, кстати, у вас середина недели будет такая в семейном кругу, семейная идиллия. Если есть дети, то это какие-то действия с детьми связанные. Если вы там ищете спутника, то это может быть либо какое-нибудь свидание, либо это может быть, кстати, общение с семьей. Но на самом деле императрица достаточно редко именно семью показывает. Больше все-таки отношения двух полов, ну и детей. Если мы говорим про деловые интересы, то это действительно процветание в какой-то ситуации, положительные моменты, которых вы, наверное, даже и ждали. Если это работа, то это будет от середины недели, которая даст силы, даст какие-то реальные хорошие перспективы, даст какой-то реально хороший результат. Вот, следовательно, ну, наслаждайтесь и смотрите, как будут дальше события разворачиваться. Конец недели у нас карта Луны. Это, знаете ли, интересная достаточно карта. Это события, которые не поддаются нашему пониманию. Вот карта Луна — это, ну, все-таки, как большинство считает, что это загадочность. И на самом деле в моих раскладах это действительно так.
То есть здесь надо бы внимательно будет отслеживать вам события недели. К тому, что где будет как раз эта загадочность, надо смотреть, в каких это может быть событиях. Загадка это, может быть абсолютно неявная, то есть вы задумаетесь над каким-то вопросом и не будет понимания. А не будет понимания по простой причине, то что не будет каких-то фактов для какого-то хотя бы примерного анализа, как и что. И вот это вот, знаете, вопрос, который без ответа, он, наверное, все-таки вас немножко озадачит. Возможно, это будет связано с каким-то прошлым, возможно, это будет какая-то дилемма в будущем, то есть, что мне выбрать, это или это. Но здесь, знаете, даже как, допустим, если вы вдруг задумались там с работы что-то изменить, то будет такое понимание, что хочется другого, но не знаю чего. Но вот точно, наверное, не этого, надо бы подумать. И вот как бы глаза разбегаются, но вот что-то не знаю, что-то смущает, не пойму что. В целом неделя потребует львы от вас, наверное, вашего привычного, что ли, состояния. Состояние именно некого владычества. Вот королева мечей у нас нам показывает общую картину в том, что неделя пройдет в таком духе некоторых завоеваний, духе холодного такого достаточно подхода. Но знаете, вот если мы, допустим, возьмем короля, то это такой достаточно жестокий человек и достаточно жесткий подход. Менее такой затрагивающий какие-то эмоциональные интересы. Вот в этом плане королева Пентаклей, королева мечей, она все-таки вот как-то почеловечнее, что ли. Вот, поэтому здесь неделя, она пройдет именно в таком четком порыве деятельности, действий каких-то вот таких быстрых, точных, вот, но они будут очень взвешены. То есть не будет таких ситуаций, когда там рубил с плеча, да, скажем так. Соответственно, ваша неделя, она больше деятельная, да. Это неделя, которая потребует от вас действительно собраться и делать четко, быстро, но и хорошо продумывать все свои действия. Причем продуманное здесь должно быть быстрое. Здесь не то время, когда придется хорошо подумать, да, 10 раз подумать, один раз сделать. Нет. Здесь вы быстро взвесили все за и против, выбрали решение, замахнулись мечом. Следующее действие опять оценили быстро, замахнулись мечом и так далее. Вот такая у вас неделя, будут ли вы. Спасибо за то, что посмотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я вот смотрю, уже комментарии начали появляться по месячному, по весам, да, гороскопу. Соответственно, если что-то не устраивает, что-то не подходит, напишите, пожалуйста, чтобы я понимал. Потому что вот по весам, допустим, с видео там пишут мне, с видео со звуком, что что-то не так. Вроде бы со звуком разобрался, хотя не знаю. Я вроде смотрю, все нормально. Вот, и напомню, как нас будет 100 подписчиков, разыграем конкурс на бесплатные гадания на один вопрос, но там будет небольшой сюрприз. Победитель, занявший там первое место, получит не просто ответ на один вопрос, а гораздо больше. Но это будет уже условия дополнительные при там планке, когда мы пойдем к 100 подписчикам. И я тогда уже, наверное, сделаю видео, в котором расскажу все условия и расскажу, что за призы будут. Спасибо за внимание еще раз. До новых встреч. Прогнозы будут у нас выходить с четверга по воскресенье каждую неделю. В идеальном моменте будет четверг 4 знака, пятница 4 знака, суббота 4 знака.
Вчера мне не получилось в пятницу выложить, немного устал, решил, что лучше я отдохну и с холодной головой уже, с чистой, нормально все расскажу и разложу. Все, спасибо за внимание, лайк, подписка, жду вас в списке своих зрителей. Спасибо за внимание.